Пока негативные мысли и эмоции еще возникают, пользуйтесь ими как будильником. Любую замеченную вами негативную эмоцию или мысль считайте полезным сигналом, который говорит вам: проснись, вынырни из своих мыслей, присутствуй. Даже легчайшее раздражение нужно принять и рассмотреть, чтобы не копить его в себе. Если вы не хотите держать в себе это бесполезное энергетическое поле, но не можете просто отбросить эту эмоцию, то примите ее и полностью на ней сосредоточьтесь. Все, на чем вы концентрируете свое сознание, в него и превращается. Еще вы можете избавиться от негативной эмоции, если представите, что сделались прозрачными для ее внешней причины. Испытайте этот метод для начала в незначительных ситуациях. Попрактикуйтесь на мелочах. Громкий вой сигнализации в соседской машине, лающая собака, визжащие дети, пробки на дорогах, громкая музыка и топот или звуки ремонта в квартире над вами. Все это может вызвать ваше раздражение. А какой в нем смысл? Никакого в нем нет смысла. Тогда зачем вы его создали? Нет, это произошло автоматически. Это не вы его создали, а ваш ум. Потому что ваш ум верит, что его сопротивление, которое вы ощущаете как негативную эмоцию, устранит нежелательные обстоятельства. Конечно же, это заблуждение. И сопротивление в виде раздражения, гнева или любой другой негативной эмоции намного неприятнее, чем обстоятельства, которые ум пытается безуспешно устранить таким образом. Но вы можете любую негативную эмоцию превратить в духовную практику. Почувствуйте, как уменьшается плотность вашего материального тела. Как вы становитесь прозрачными. И пусть шум или любой другой фактор, который вызвал вашу негативную реакцию, пройдет сквозь вас, не встречая сопротивления. Если же не получается стать прозрачными, сделайте шаг в сторону и махните рукой. Пусть этот самый фактор пролетает мимо, не задев вас. Это прием айкидо. Допустим, кто-то пытается вас оскорбить или обидеть. Что делает в таких случаях неосознанный автомат? Реагирует негативно, нападает в ответ, защищается или замыкается, жалея себя. А вы позвольте обидным словам пройти сквозь вас или мимо вас, не задевая. Не сопротивляйтесь. В вас теперь нет никого, кого можно обидеть. Это и есть прощение. Так вы становитесь неуязвимыми. Вы, если захотите, можете сказать обидчику, что его поведение неприемлемо, но он больше не властен над вашим внутренним состоянием. Повод может быть какой угодно. Сигнализация, грубый человек, потоп, землетрясение, утрата всего вашего имущества. Механизм сопротивления один и тот же. Но вы можете сами управлять собой, а не отдавать это право ни вашему инструменту, уму, ни кому-то или чему-то еще. Наверное, вы слышали слова «подставь вторую щеку». Их сказал один великий учитель просветления 2000 лет назад. Но их нельзя понимать буквально.
Утверждая это, как и все остальное, этот учитель имел в виду только внутреннюю реакцию, а не внешнее поведение. Он пытался в символической форме передать людям секрет отказа от сопротивления и реакции.